Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Две важных новости для начала, а в самом конце умилительно. Конференция в Лугано и попытка взбудоражить нацию требованием брать разрешение на выезд за пределы своих городов всем, кто подлежит мобилизации. На конференции в швейцарском городе Лугано принята декларация о принципах и приоритетах послевоенного восстановления Украины. Общий объем средств, который будет выделен на эти цели, оценивается в 750 миллиардов долларов. О такой сумме накануне говорил глава украинской делегации премьер-министр. Только прямой ущерб от разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов он оценил примерно в 100 миллиардов долларов. В конференции, работа которой началась в понедельник, участвуют представители десятков стран, международных организаций и частных компаний. В подписанной Луганской декларации мило звучит, согласитесь. Содержится осуждение российского вторжения в Украину и призыв к скорейшему выводу войск. Также в ней говорится о необходимости реформ в Украине, в частности в сфере прав человека, обеспечения верховенства закона и борьбы с коррупцией. Процесс восстановления страны, как сказано в документе, должен быть тесно связан с процессом внутренних реформ и экономической трансформации. План восстановления состоит из 3 частей. Масштабной гуманитарной помощи в краткосрочной перспективе, восстановление объектов инфраструктуры в среднесрочной 2023-2025 года и программы экономических реформ и модернизации, рассчитанные на период до 2032 года. Первоначально планируется отстраивать инфраструктуру – мосты, водопроводы и все, что критично. Далее под действие программы будут подпадать школы, временные дома, больницы и так далее. Третий этап – развитие военно-промышленного комплекса, строительство новых НПЗ и наращивание добычи газа. Представители Украины считают, что основным источником средств для восстановления страны должны стать ныне замороженные активы российского государства и госкорпораций, а также российских олигархов. Принципиальное согласие с таким подходом высказала в частности глава МИД Британии Лиз Трасс. Правовой механизм для подобной конфискации пока отсутствует, но это означает лишь то, что его будут создавать и обязательно создадут. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС создаст централизованный орган, который будет заниматься координацией восстановления Украины и сбором средств на эти цели. Промежуточно прикинем, что вырисовывается. Все, что удалось и еще получится экспроприировать от россияне, будет направлено на восстановление Украины под строгим контролем Запада. Пилить эту грушу нашим грантоедам просто так никто не даст, но соблазн будет велик. Очень. Лично меня радует тот факт, что об этом уже начинаем говорить, причем на весь мир и со всем миром. Если бы еще успеть до перемоги разобраться с местными ждунами и рассовать их всех по правильным и неуютным камерам хранения. В общем, внимательно наблюдаем, помогаем ЗСУ, вносим свою лепту в перемогу и каждую секунду готовимся отразить очередной выпад с любой стороны. Куда ни глянь, хватает бреда всюду. Теперь про запрет на выезд из города. В Генштабе разъяснили информацию о запрете на выезд за пределы места пребывания для призывников, военнообязанных и резервистов без разрешения военкомата. Как подчеркнули в Генштабе, запрет предусматривается нормой закона о воинской обязанности и воинской службе, который действует с 1992 года. В военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Логично? Пока логично. Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории. Я не хочу и не буду вникать в тот бюрократический бред, который сейчас разгоняется по интернету, кому именно можно, кому именно нельзя и прочее. На сегодняшнем брифинге спикер Минобороны заявил, что ранее таких ограничений не было, но нужно понимать, что в стране идет война, потому государство должно владеть информацией о мобилизационном ресурсе. Матузяник уверяет, что никакой зрады не будет, вся информация вскоре будет донесена до населения более детально, а порядок контроля за перемещением будет отшлифован, и что будет соблюдаться баланс между обеспечением права граждан на свободное перемещение и порядком контроля за моб-ресурсом. У меня на этот счет есть 2 замечания. Первое. Мне очень хочется озвучить мои предположения, у кого именно чешется рейтинг и кто его решил таким образом себе поднять. Но я не буду сейчас.
Второе. Всем, кто таким образом будет пытаться поднять себе рейтинг, ждет очень незавидная доля. Народ глубоко на взводе в стране и без этих ваших выкрутасов, оставшихся от советских времен, вместе с тогдашними еще командирами, которых давно пора посписывать на дачные сельхозработы. Потому присоединяюсь к тем голосам, которые требуют от депутатов поднять свои пятые точки и исправить ситуацию. А заодно напомню о таком вот неожиданном факте, совпавшем по времени с этой истерикой. В ходе спецоперации в Киеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала помощника консультанта народного депутата Украины. Будучи русским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Чиновник находился на агентурной связи у заместителя начальника 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Дмитрия Зубарева. Своему русскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям, в частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границ с РФ и о проведении АТО-ООС на востоке Украины. То есть давненько уже работали они вместе. За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб в размере от $1,5 до $4,000 США. Вознаграждение возрастало в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения. СБУ не называет имя подозреваемого, но показывает видео с ним. Этот товарищ был помощником народного депутата Юрия Здебского, который, вот незадача-то, в 2019 году прошел Верховную Раду от партии «Слуга народа» на Харьковщине. Вот кто бы мог подумать? Опять «Слуги народа»? Да быть не может. Там сплошные честные люди же. Дайте им еще 100 дней. Так что давайте я немного выдохну, потому что есть еще пара новостей. Спустя 5 дней в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отреагировали на скандал вокруг казахстанского судна под российским флагом «Жибек-Джалы», которое перевозило 7 тысяч тонн украинского зерна из оккупированного Бердянска в Турцию. Казахстан может расторгнуть договор аренды судна «Жибек-Джалы» в случае подтверждения нарушений. Цитата. Позиция казахстанской стороны. Мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. При получении судна в аренду есть ограничения, что оно не имеет права этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут, и это судно будет отозвано, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускинбаев. Ранее офис генерального прокурора Украины направил в Министерство юстиции Турции письмо, где указано, что это судно причастно к незаконному вывозу зерна из Украины, а именно из Бердянска. В ведомстве просят Турцию осмотреть судно и взять образцы зерна для проведения судебно-медицинской экспертизы, а также потребовать пояснения о происхождении зерна. Теперь вот заявление Казахстана. А в ожидании продолжения этой истории, уже загруженные украинским зерном и другими ништяками, суда стоят и никуда не спешат. Потому что можно плыть и приплыть, как с газом. Слышали уже? Турция готова к поставкам туркменского газа, и Европа, которая сейчас получает российский газ в гораздо меньших объемах, чем было запланировано, может рассматривать его как альтернативу. Турецкий вице-президент Фуат Актай перечислил 3 варианта поставок, а президент Туркмении Сердар Бердымухамедов оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата. Ранее Актай уже говорил о возможности перекачки туркменского газа через Танап. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предлагал европейским странам рассмотреть Танап как альтернативу российским поставкам газа. По его словам, подключение к линии разных источников возможно через территорию Турции. Газопровод Танап – часть южного газового коридора, соединяющего месторождение Азербайджана с Турцией и далее с Южной Европой. Его проектная мощность – 16 миллиардов кубометров в год. Начальной точкой ЮГК является вторая фаза разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения Шах-Денис на шельфе Каспийского моря. Это месторождение может дать 10 миллиардов кубометров в год. При этом в 2021 году оно работало лишь в половину мощности. Так что европейские страны уже уверенно находят альтернативу российскому газу. В июне в Болгарию начал прибывать газ из Азербайджана. Италия станет закупать больше у Алжира. Германия и Нидерланды собрались начать добычу на шельфе в Северном море.
Поставки в Европу уже увеличила Норвегия. Блок также готовится договориться о поставках с западноафриканскими странами. Свой сжиженный газ поставляют из США. В июне они впервые обогнали Россию по поставкам газа в Европу. И в конце ролика попробую поднять вам настроение. Откройте Google карты и вбейте в поиск слово «Химарс», как на скрине. Этот скрин я делал лично, но если вы не верите, перепроверьте. Удивительная штука эти Google Maps. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.